Всем привет! В этом видео я собрала 5 вкусных и быстрых десертов без выпечки. Первым приготовим шоколадный пудинг. Это самый легкий и вкусный десерт, который можно приготовить быстро, и его приготовление под силу каждому. Нежный, в меру сладкий и с легким шоколадно-ореховым вкусом. В измельчитель насыпаем 30 грамм грецких орехов. Измельчаем очень мелко. Вместо грецких можно использовать любые другие орехи. В сотейник или небольшую кастрюлю насыпаем 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки какао и 2 столовые ложки крахмала. Все перемешиваем. Я использую кукурузный крахмал, но также можно взять и картофельный. Сюда же наливаем 400 мл молока. Все перемешиваем и ставим на огонь. Варим пудинг на среднем огне, постоянно перемешивая. Очень важно перемешивать, так как смесь может пригореть к дну сотейника. Когда пудинг начнет густеть, насыпаем измельченные грецкие орехи. Все непрерывно перемешиваем. После закипания варим пудинг еще примерно 1 минуту и снимаем с огня. Еще горячим пудинг разливаем по креманкам или стаканам. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 2 креманки объемом по 200 мл. Пудинг накрываем крышечками или тарелочками, чтобы не образовалась корочка сверху. Все оставляем остывать при комнатной температуре, а затем можно поставить в холодильник. Пудинг застыл. Сверху украшаем его шоколадом. Шоколадный пудинг с орехами получился очень вкусным и нежным. Готовится настолько просто и легко, что им смело можно заменить покупные сладости. Также такой пудинг можно приготовить без орехов, тоже будет вкусно. Вторым приготовим десерт с вишней. Готовится он просто и продукты доступные. Для его приготовления сливок и желатина не понадобится. Сначала подготовим вишневую прослойку, так как ей нужно остыть. В сотейник кладем 1,5 стакана вишен, это примерно 300 грамм вишни с косточкой. Из вишни нужно предварительно удалить косточки. Насыпаем 2 столовых ложки сахара, наливаем 100 мл воды и добавляем 15 грамм крахмала, это 1,5 столовых ложки со средней горкой. Все перемешиваем и ставим на огонь. Варим смесь на среднем огне, постоянно перемешивая. Как только все закипит, варим еще примерно 1 минуту и снимаем с огня. Даем полностью остыть. 150 грамм овсяного печенья ломаем и кладем в измельчитель. Все измельчаем до мелкой крошки. Получившуюся крошку пересыпаем в миску. И добавляем 30 грамм мягкого, но не растопленного сливочного масла. Все перемешиваем до однородности. В отдельную миску кладем 200 грамм творога. И добавляем 180 грамм йогурта без добавок. Я использую греческий йогурт. Сюда же насыпаем 2 столовые ложки сахара. Измельчаем погружным блендером до однородности. В стаканы насыпаем приготовленную крошку из печенья. Каждый стакан заполняем примерно на треть высоты. Следующим слоем наливаем измельченный творог с йогуртом. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 4 стакана десерта по 270 мл каждый. Сверху выкладываем приготовленный вишневый конфитюр. Десерт готов, можно подавать на стол. Десерт с вишнями получился красивый и вкусный. В нем прекрасно сочетается приятная кислинка вишни, нежный творожный слой и овсяная крошка из печенья. Такой десерт можно приготовить не только летом, но и зимой, используя замороженную вишню. Такой десерт приготовить сможет каждый, так как продукты все доступные. Третьим приготовим шоколадный десерт. Это лакомство нравится многим, готовится несложно, главное дождаться, пока застынет. В мисочку насыпаем 10 грамм желатина и наливаем 40 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. В сотейник наливаем 350 мл сливок. Для этого десерта подойдут сливки жирностью 15-20%. Сюда же насыпаем 70 грамм сахара. Все ставим на огонь. Нагреваем сливки на среднем огне, периодически перемешивая. Я использовала 15% сливки. Сливки кипятить не нужно, достаточно нагреть примерно до 70-80 градусов.
Если сливки закипят, то они могут свернуться. Сливки нагрелись, снимаем их с плиты. В горячие сливки кладем 80 грамм черного шоколада. Все перемешиваем до полного растворения шоколада. Удобнее перемешивать венчиком, так шоколад быстрее растворяется и масса становится более однородной. Когда шоколад полностью растворился, добавляем уже набухший желатин. Размешиваем до полного растворения желатина. Если шоколадная масса остыла, то желатин лучше разогреть отдельно в микроволновке, а затем жидким влить в шоколадную смесь. Приготовленную шоколадную массу разливаем по креманкам. У меня получилось 4 креманки по 150 мл каждая. Десерт ставим в холодильник застывать примерно на 1-2 часа. Десерт уже застыл, украшаем его сахарными бусинками. Готовый десерт подаем на стол. Шоколадный десерт получился вкусным и нежным. Насыщенный шоколадный вкус и нежная консистенция сливок никого не оставит равнодушным. Следующим приготовим десерт с персиками. Он сразу же притягивает взгляд своей красотой, а сочетание персиков и нежного молочного слоя покорят вас своим вкусом. Сначала приготовим молочный слой. В мисочку насыпаем 15 грамм желатина и наливаем примерно 100 мл молока. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. В остальное молоко насыпаем 30 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем. Всего для десерта понадобится 600 мл молока. Желатин уже набух. Распускаем его в микроволновке импульсами по 10 секунд. После каждого раза перемешиваем. Также желатин можно распустить на маленьком огне, постоянно перемешивая. Распущенный желатин выливаем в уже подготовленное молоко. Все перемешиваем. Приготовленную смесь разливаем по креманкам. Я взяла 4 креманки по 330 мл. Креманки ставим в холодильник застывать. Молочный слой застыл. Начинаем приготовление следующего слоя. Берем 300 мл сиропа из консервированных персиков и насыпаем в него 1 чайную ложку желатина. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. Половинки консервированных персиков нарезаем тонкими пластинками. Пластинки персиков выкладываем на застывший молочный слой по кругу от краев к центру в виде цветка. Для десерта понадобится 1 банка персиков объемом 820 мл. Желатин в сиропе уже набух. Распускаем его в микроволновке или на маленьком огне, постоянно перемешивая. Приготовленным сиропом потихоньку заливаем персиковую розочку. Если залить сироп очень быстро, то появится много пузырей и персики могут сдвинуться. Все опять ставим в холодильник застывать. Десерт с персиками получился очень красивым и вкусным. Готовится несложно и отлично подходит на праздничный стол. Из этого количества ингредиентов получается 4 креманки десерта по 330 мл. Пятым приготовим очень вкусный десерт без выпечки. Десерт готовится из самых обычных продуктов и получается очень нежным и необычным. На приготовление такого десерта не понадобится много времени и не нужен даже миксер. Сначала заварим напиток из цикория. В стакан насыпаем 1 чайную ложку цикория и наливаем 50 мл кипятка. Все перемешиваем и оставляем остывать. Вместо цикория можно использовать заварной или растворимый кофе, если десерт не будут есть дети. В железную мисочку насыпаем 12 грамм желатина и наливаем 150 мл топленого молока. Перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы набух желатин. В миску наливаем оставшиеся 150 мл топленого молока, 300 мл ряженки, охлажденный до комнатной температуры напиток цикория и насыпаем 3 столовых ложки сахара. Все хорошо перемешиваем ложкой до растворения сахара. Все ингредиенты для десерта должны быть комнатной температуры. Желатин уже набух, ставим его на маленький огонь. Непрерывно помешивая, распускаем набухший желатин.
Растопленный и нагретый примерно до 50 градусов желатин выливаем в подготовленную смесь. Все хорошо перемешиваем. Приготовленный десерт разливаем по креманкам. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 3 креманки объемом по 350 мл. Креманки ставим в холодильник застывать минимум на 1 час. Застывший десерт украшаем листиками мяты и ягодами клюквы. Десерт получился с приятным шоколадно-кофейным вкусом, очень нежный и легкий. Готовится он просто и легко. Если нет креманок, то такой десерт можно подавать в прозрачных стаканах. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно и необычно. Если вам понравились такие десерты, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.